Всем привет-привет! Привет, дорогие подписчики, гости канала. Вопросы от вас. Будет ли Чунгук активно вести ТикТок в ближайшее время? Насколько долго продлится его текущий пик активности? Что он сам чувствует, видя реакцию фанатов? Есть ли у него скрытый план с этим трендом? Увидим ли мы еще более жесткие танцы, челленджи? Чунгук и его ТикТок. Так, Чунгук и ТикТок. В общем, хорошая карта вышла. Здесь она юстиция. Официально в ТикТоке публикует материал. Ну, Таро у нас любит рассказывать истории. Вот смотрите, еще отшельник же. Вот знаете, отшельнику карта затишья может быть какого-то. Ну, вообще тема такая в отшельнике всегда, что он практически один, но он реально очень умный, у него есть много идей, он знает, как ему двигаться, он знает, что ему делать по жизни. Но как бы какой-то период, ну, грубо говоря, не мог. Ну, какой-то период, карта отшельник в зоне прошлого, закрытость, уединение, что-то переосмыслить, переварить, в общем, копить ресурсы. Вот. Это карта меньше публичности, больше такого работы над чем-то или, в общем, мозгового штурма, как быть дальше, в общем, смысл какой, да? Юстиция – это центральная карта, официально, там на ТикТоке, осознанно, выверенно, миллионы собирает, в общем, да, там лайков, просмотров, никакого хаоса, все под контролем, следит за этим. В общем, активность кто не случайная, в общем, такой, эта карта юстиции, сделал выбор, принял правильное решение, продуманное. Вот смотрите, продуманное решение. Еще карта баланса своего рода, это же карта весов. В общем, имидж, стратегия. Еще в этой карте есть такое значение на будущее, созрел, в общем. Король Пентаклей, стабильность, это же Пентакли, стабильность. Карта связана там и с креативом, и с творчеством связана, со своими навыками. То есть реально он будет показывать свое мастерство по этой карте. Качественно, уверенно, в общем. Еще может быть там что-то такое, что касаемо там брендов каких-то будет светиться. Ну, понятно, для продвижения это будет цепляться за это. Ну, там, чем он одет, как всегда, вот. Еще карта Король Пентаклей, вообще-то статусная карта. Ну, по поводу профессионализма я сказала. В общем, как бы, что касаемо ТикТока, вот и вообще подытожить всех вопросов, я как бы сказала из прошлого, настоящее, будущее, здесь можно сказать, что, ну, в общем, знаете, долго ждал выхода, а теперь как бы своего рода вот вышел, потому что решил выйти. И уверенно там закрепился на будущее. То есть будет от него и контент вот по этой карте. В общем, в таком ключе. Теперь для Тэхиона. Тоже с этой колоды достанем. Что нам тут менять колоды туда-сюда. В общем, вопросы, что касаемо Тэхиона, вы прислали. Что сейчас происходит в жизни Тэхиона на эмоциональном уровне? Почему-то попросили вот прямо на каждый вопрос достать карту. Карта Мир вышла. Порадует ли он фанатов в ближайшие дни? Контент, появление, в общем. Сразу скажу, в общем, он лично вышел. Король жезлов, кстати, на них постоянно выходит у Чунгука король Пентакли, у Тэхиона король жезлов. Даже с самого начала, когда я сейчас вспомнила об этом, вышла на YouTube, у меня такие были маленькие шортики, и там как раз перед, отметят ли они этот День влюбленных, и вышел король, там, по-моему, Пентакли, король жезлов, и карта, по-моему, влюбленные вышла. Как он относится к вниманию сейчас, к своей особе, в общем, да, вот, к себе. Вышла карта, это у нас сила, в общем, да.
Вот, какие проекты у него на подходе. Вот, видите, сдерживает, в общем, как бы знает, как сдержать публику, как поставить на место. Это вот вышла у нас 4 пентаклей карта, это прям проектов, да. Ну, сейчас как бы по этой карте может быть, знаете, как приостановка, поэтому достану еще сюда ему карту на 4 пентаклей, да. Ну, тоже вышли, не тоже, приостановка вышла карта повешенной. Мир такая карта, видите, вот если посмотреть на эту карту, возможно, он наблюдает за ним весь мир, и он за всеми. Гляньте, я просто обратила внимание на этот глаз. Что тут еще такое бросается? Что он не один, в общем, по карте мир. Это может быть там близкие люди, и вообще как бы он чувствует поддержку Тарми. Эта карта, карта мир, она в прошлое, в общем, это как бы какой-то этап. Карта на своем месте, видите, такая на картинке прям стабильно все. Карта связана с имиджем, с проектами. Ну, вообще здоровская карта мир вышла ему. Ну, король жезлов, если мы посмотрим, это он сам лично, тут, в принципе, очень сильный, харизма, лидерство, сам решает, когда и где появиться, уверен, в общем, по этой карте, я делаю, что хочу. Сила – это карта внутреннего контроля, знаете, сдержать себя в чем-либо, так вопрос об общении же, да, с армией. Но карта, знаете, она прям вот такая эмоциональная, если посмотреть даже на рисунок, такая очень сильная, мощная энергия, как внутри, и, в общем, сдержать какую-то сильную энергию, которая там, например, там, если в негативе, это же так вот дракон, на него, знаете, что-то давит, в общем, да. Контроль и выдержка, что здесь можно сказать? Ну, по 4 пентаклей вот сидит, ждет дальше чего-то. В окошечке мы посмотрим, там дерево такое, куча пентаклей, да, куча денег. В общем, сейчас закрытость, прям карты вот считывают, и ситуацию мы уже как бы вот сейчас делаем. Вот, все показывает, многое держит при себе. Может быть дистанция какая-то от фанатов публичности, да, к примеру. И вышла карта, это у нас отшельник. Тоже тема как бы уединения, побыть в себе, меньше внешнего какого-то. Видите, вот 2 карты такие, побыть в себе. Больше внутреннего. В любом случае, вот эта карта говорит... это может говорить о контенте вот этих карт, они такие все-таки дают что-то. Но как бы вот эти 2 карты намекают на то, что он как бы сам решает, когда выйти, никто ему не указка, есть чем выйти, вышел, или там, допустим, на что-то, на какие-то реакции, может быть. По поводу контента лично от него, не часто, но резко, потому что карта вышла такая, зато качественная там и что-то осознанное, скажем так. По картам он сейчас не в всплеске, как Чонгук, в общем, да. Если у Чонгука, видели, там нарастающее идет, то у этого, у Тэхёна пошло в убывающее. Если по-простому скажем, Чонгук сейчас вышел и сияет, а Тэхён я есть, но не для всех и не сразу, в общем, да. Вот так. Вигу и Вайб тоже, в общем, да, много. А чего от вас такого? Какая сейчас энергетика между Тэхёном и Чонгуком? В общем, тоже просили подробно, в общем. 4 пентаклей тоже. Видели, там доставала карта затишья, да? Это карта реально, в общем, связи и, в общем, багажа. Есть ли у них контакт, взаимодействие сейчас у Вигу? Вот. По 9 мечей, да, почему бы и нет. Увидим ли мы совместный контент в ближайшее время по этим картам? Увидим. 7 мечей. Кстати, я вчера, по-моему, спрашивала на них, и тоже выходила, или на кого-то другого, не суть. 7 мечей. Так, почему фанаты так остро чувствуют их связь? 6 жезлов вышла, прям карта связи, чувствует, вау, есть связь, да. Карта умеренность вышла, помните, я вчера на стриме говорила об умеренности, это, в общем, карта взаимоотношений.
В общем, понятно, да? Карта связана, это же карта Земли, она связана с отношениями, держит, мол, в общем, все под контролем и как бы не афиширует, да? Все скрывается, и как бы никто ничего не афиширует. Взаимоотношения, понятно, да? Вот. Еще как бы карта о своем личном пространстве, да? Хоть они там, у них есть взаимоотношения, но все равно прежде всего личное пространство. Это переживание карта, понятно, да? Тревоги, которые беспокоят внутри. Это внутри каждого, там, можно сказать, за будущее, да? Тоже вот скрытости не за кулисами, вот, недосказанности карты. Но они не афишируют, поэтому мы же спрашиваем, да, такие общие вопросы, получаете общие карты, да, конкретно на что-то совершенно другой там будет ответ. Ну, в принципе, итоговая карта шестерка жезлов, она может говорить связь, в общем, да, шестерки, да, это вообще шестерки, это младший аркан и старшего аркана влюбленные. И вообще шестерка жезлов самая позитивная карта в этой структуре, да. Связь не рушится, в общем, ощущение, мы справляемся, все окей. Ну, посмотрите, какая карта. Вот. Внешне может выглядеть как успех, поддержка. Но внутренне, вот, видите, не все так просто, в общем. Есть и переживания, и страхи, в общем, и так далее. Вот этот фон умеренности, четверка кубков, это, можно сказать, весь, ну, задает тон этому раскладу. Эти карты говорят связь, в общем, да, спокойная, карта гармонии, в общем, карта баланса. Вот. Очень, кстати, хорошие карты. Баланс. Никакой там всплеск. И вот две карты они дополняют о спокойной, тихой жизни. Понимаете? Тут и прогулки, дом, прогулки, в общем, быт, все спокойно, все под контролем. Вот. В общем, такие, знаете, хочется каких-то эмоций. То есть, ну вот сидят люди дома, да, все спокойно, все хорошо, а хочется взрыва, хочется какой-то вспышки, хочется эмоций. Если, ну, как бы от вас тоже было еще дополнение этому, я типа посмотреть, какие карты выйдут, и если они так не раскрывают очень вообще, то, в принципе, достать дополнение. Кто из них больше инициирует контакт сейчас, да? Ну, достанем две карты на Тэхёна и на Чонгука. У нас Тэхён. Я специально не открываю сначала. Тэхён, звездочка такая, да? Чонгук. Кто из них сейчас больше инициирует контакт сейчас? Ну, Чонгуку, в общем, видите ли, карта. А на будущее Тэхён что-то даст, вот, да, нарисует, вот, изобразит. Возможно, здесь, смотрите, какая-то пластинка, там музыка. Возможно, он там что-то, знаете, романтика, там что-то его вдохновит, да. Что касаемо их отношений, там подкинуть, в общем, да. Вот. Есть ли шанс на совместный контент в ближайшее время? Так, совместно, да, от них там что-то. Королева кубков, да, король мечей, девятка жезлов. Ну, карты вышли совместного контента, я сразу скажу, король мечей это карта все-таки официально выйдут. Может, группой по королеве группа может проходить. Девятка жезлов работа. Какие-то рабочие моменты. Хотя королева кубков очень хорошая карта на взаимоотношения, да, и она именно, королева кубка может выходить на публику что-то, да, вот карта в тему вышла, и как бы, как всегда, мы что-то увидим от них, взаимодействие, да, в игру, но, в принципе, это будет какой-то вот рабочий момент, вот такие карты. Ну, например, такие вопросы, они как бы,
Ну, там, стоит ли ждать каких-то сюрпризов от них. Ну, такое вот, знаете, общее. Я не думаю, что это прям вот четко к вопросам Таро, да. Ну, я просто тогда вот маг-карты, картинки подостаю. Возможно, вы также поработаете сами с интуицией, что касаемо этого, да. Вот доживем ли мы морально до их следующего выхода, в общем, да. Ну, тут вопрос в тему того, будет ли от них что-нибудь, доживем или не доживем. Карта Ленти, она прям открывает картинку. Ой, смотрите на картинку. Она прям кошелек открывает, доживем мы или не доживем, да. В общем, здесь карта, ну, в общем, видели, много-много людей этим интересуются. Смотрите, они прям вот такие прям похожи, да. Гляньте, какие карты. Вот. Будет ли разнос фандома? Ну, как, доживем или не доживем? Ну, в общем, представьте, да, привяжите это к расхождению ресурсов, в общем, да, вот. То есть, например, будет что-то, ну, не прям такое ах, в общем, да, экономить надо, и тогда не будешь кошелек, ну, к примеру, да. Будет ли разнос фандома в ближайшие дни? Ну, например, да, вот прям вот эти дни разнос фандома. Да, ждите, вот придут с разносом, поприветствуют, да. Вот такая карта. Может быть, мне что приходит, видите, здесь вот как бы лайф такой, видите, самолетик здесь, вот лайф, там интернет, да, вот такая карта. И это есть кто-то там, что-то, да. Эта карта прям такая, ну, что-то связано там с всемирной паутиной, да, разнос фандома. Да нет, будет дружеская беседа, никакого разноса. Стоит ли ждать неожиданных сюрпризов? Давайте так. Ну, все сюрпризы хотят же, да. Да, все будут в эйфории, в общем, да. План есть у них, как бы, да, по выходу, не сомневайтесь. Есть цель реального общения, в общем, да, неожиданные сюрпризы. Нет, четко по плану, в общем, никаких сюрпризов, но с любовью, в общем, да. Почему именно сейчас пошел такой актив? Давайте. А какой актив, я ничего не пойму. Весы, время пришло. Ну, это хотя бы не весы, вот рулетка, карта сезонности. Ну, я ее привязываю к Таро, да, ну, хотя это вот выйти в толпу, да, пообщаться. Время пришло. Вот. Ну, и также фанаты вот переживают, многие пишут, вот сейчас такое напряжение, ну, делятся со мной какой-то информацией, ну, как мне реагировать на это все, в общем. Тяжелый груз у кого-то, да, вот, ну, например, сильно связаны, переживают, карта намекает, наведите порядок в своей голове, в общем, что касаемо, вот, видели, этого всего контента и так далее. Ну, например, еще такие вопросы тоже в эту тему. Ну и вообще, например, я с тех вопросов, которые мне пишут, возможно, стоит задать, что вас так цепляет, триггерит, в общем, и вовлекает вот сюда, в эту активность. Если уж такие тяжелые карты вышли, прям, знаете, обуза, прям такая группа BTS, да? Гляньте, карта вышла. Дом, учеба, море. Почему триггерят, да? Такие банки, например, блин, сейчас не могу даже это... Почему так происходит? Потому что, возможно, не хватает чего-то, да, вот не хватает эмоций, ну, можно сказать. И для поддержания вот этого физического вашего нормального состояния хочется, да, вот этого общения, к примеру, да, вот, потому что, я так понимаю, копилка, да, и вот с получением вот этого всего вот готовы, в общем, рвануть куда-то, да, вот к морю, в общем, да, получить заряд эмоций и так далее. Вообще классные карты, карты, люблю их. Прям четко отвечать на вопросы. Всех люблю и всем пока.